Мне кажется, в России реально миллионы людей так считают. И по поводу Путина и кто верит Путину, мне кажется, проблема именно у них. Это у них нет никакого критического мышления. Они не хотят думать и не желают думать. И поэтому главная проблема, я думаю, именно в них, а не во мне. Со мной все хорошо, и в моих умственных способностях все хорошо. Сейчас не дает нам нормально. Мне кажется, реально, Путин психически болен, а те, кто его поддерживают, это либо сами не понимают, либо просто не имеют никаких мозгов, чтобы каким-то образом это все сопоставить. Меня зовут Сергей Смирнов, я главный редактор издания «Медиазона», главный редактор российской версии. У нас есть версия для России, «Медиазона России», «Медиазона Беларусь», «Медиазона Центральная Азия». После начала войны российский сайт «Медиазона» был заблокирован. Были приняты законы об ужесточении ответственности журналистов, в том числе за фейк-ньюс. И мы приняли решение в редакции ее эвакуировать, потому что это было чревато уголовным преследованием для наших сотрудников. И поэтому я сейчас в Вильнюсе, а другие журналисты «Медиазоны» тоже не в России. Основали мы медиа в 2014 году, когда началась война, и когда был Крым, и когда был захват Крыма. Ко мне обратился Петр Верзилов, группа Pussy Riot, и они думали сделать проект про тюрьму. Проект про тюрьму, потому что в то время Мария Алехина и Надежда Тлаконникова сидели в тюрьме, и был очень широкий общественный резонанс, в том числе в мире, про русскую тюрьму. Впервые был резонанс, их посадили, была громкая история, они писали оттуда письма. И поэтому в 2014 году мы решили делать независимые медиа. Меня позвали главным редактором. Я был главным редактором, у меня было 3 подчиненных. Well, a new Iron Curtain has fallen in Russia, and this time it's an information Iron Curtain. That's why most Russians don't know what's really happening in Ukraine. The Kremlin today blocked Facebook and Twitter, and there are no independent media outlets left. Действительно, с новым законом, который был принят, положение журналистов и так плохое, стало еще хуже. На самом деле, главное последствие, что теперь фактически любого независимого журналиста при желании властей можно посадить в тюрьму. Приняли закон, по которому это сделать очень просто. Любую информацию, которая противоречит российским официальным источникам, можно объявить фейк-ньюс, можно объявить дискредитацию российской армии, а журналиста отправить в тюрьму. Если ты боишься и уходишь, ты давно не был бы журналистом. На журналистов нападают, избивают и всячески преследуют в России долгое время. Что вы делаете? Как так можно? Вы что? Требую незамедлительно покинуть место проведения мероприятия и прекратить нарушение. A lot of ambassadors are coming to the N1. Among them, we have several times Ukrainian ambassador here, but Russian ambassador came just one time, and he was disappointed with the N1 because they don't have a culture of interview. They expected to make a monologue, not to get the questions, especially not the trouble questions. There is a very different media in Russia. Some of them, 2 or 3 of them are banned. Generally, that means that they are getting less information that is enough to make their own judgment. I mean, Russians, ordinary people, common people. They don't have enough information to see what's going in Ukraine and to see what's going in Russia. Du warst ja auch einmal im Gefängnis in Russland. Kannst du kurz die Geschichte erzählen? Я бы не стал это называть тюрьмой. Это очень неудобно перед другими заключенными, кто получил реальный срок. У меня было 25 суток ареста, которые потом стали 15. Это было в прошлом году. Это было наказание за шутку в Твиттере. Арест произошел во время митингов
когда в Россию вернулся Алексей Навальный, и журналистское сообщество оценило мой арест как преследование журналистов в России. Почему было внимание ко мне? Потому что пресс-секретаря Владимира Путина 3 раза спрашивали о моем задержании 3 дня подряд. То есть было очень большое внимание моих коллег, за что я им благодарен. Но через неделю мои неплохие условия сменились гораздо более плохими. Меня специально поместили в камеру, где было очень жарко, плюс 35 градусов, и не оказывали медицинскую помощь. Это первая фотография, когда нас только привезли в тюрьму. Выглядит это вот так. Вы тоже можете это взять для 28 человек в камере на 8. И моя жена, и мама не очень боялись. В общем, у меня жена была готова и к заключению, и к даже уголовному делу. В общем, и хорошо. Мы давно живем в такой атмосфере, что могут прийти за каждым и посадить каждого. Так что никакой неожиданности для них не было из того, что со мной произошло. Ich war das erste Mal 1993 in Russland. Das war im Prinzip der Moment, wo sich das Land öffnete. Habe dann erlebt, dass ab 2001 mit der Machtübernahme von Putin sich die Situation immer weiter verschärft hat in Richtung eines totalitären Regimes. Das ist schrittweise gegangen. Aber wir haben es im Moment mit einem Regime zu tun, in dem es Pressefreiheit de facto nicht mehr gibt. Das wirkt sich natürlich auch auf ausländische Journalisten aus. Das heißt, ein wirkliches Bild sich zu machen über das, was in Russland passiert, ist entsprechend schwierig. Und ich glaube, die Medien, die dort Reporter und Korrespondenten haben, die über lange Jahre dort arbeiten, die können froh sein, denn im Prinzip ist es sehr wichtig, dass man viel über Russland weiß, auch viele private Kontakte hat, um dort ein Bild zu gewinnen, was immer schwieriger wird. Я стал журналистом очень поздно. Я до 35 лет работал в школе, и поэтому я пошел в журналистику, когда ее российское государство уже уничтожало. Ну, во-первых, у меня, конечно, никакая не опасная работа. Опасная работа была бы, если бы я, там, не знаю, с автоматом поехал бы воевать на стороне Украины против России. Это была бы опасно. Ну, подумаешь, ты независимый журналист. Это не опасная работа. Давайте я немножко добавлю, просто чтобы понимать, знали ли жена и ребенок. Но Андрей, когда мы с ним гуляли по Москве, видел полицейскую машину, он периодически спрашивал: папа, это не за тобой? Никогда. Руки вытирай. Мы готовились к эвакуации из России давно. Мы понимали, что, скорее всего, она неизбежна. Поэтому мы запланировали какие-то расходы. И когда наступила война, когда началась война, мы сказали, что надо вывозить журналистов из России. Поэтому мы оплачиваем всем билеты. Мы оплачиваем билеты и семьям, мы оплачиваем транспортировку вещей. Мы понимаем, что иммиграция – это шок для многих, и поэтому мы считаем важным помогать с визами, документами, билетами, арендой жилья на первый месяц. Сразу несколько факторов. Это блокировка нашего сайта. Она осложняется тем, что мы в России объявлены иностранным агентом, и принятие новых законов до 15 лет лишения свободы за фейк-ньюс и за дискредитацию российской армии. Я быстро получил национальную литовскую визу. Мы готовились, редакция наша готовилась к эвакуации. Я получил литовскую визу, сел на машину, взял 2 такс
несколько сумок одежды и поехал за рулем с моей коллегой Лизой Нестеровой прямо на границу с Латвией, а потом в Литву. Все предельно просто, никаких особых приключений, каких-то побегов, погонь, ничего такого не было. Мы решили ехать вместе на тот случай, если со мной на границе может что-то случиться, задержание или что-то еще, чтобы было кому сообщать, чтобы был второй человек, который мог сообщить, что происходит, потому что одному путешествовать или уезжать из страны мы считали небезопасным. Ну, опять же, это да, конечно, я не все смог забрать, и семья не смогла все забрать. Но у нас есть транспортировка вещей, мы уже отправили вещи из Москвы сюда. И вещи — это такая абсолютно ерунда, но в крайнем случае несколько вещей есть, там куртка есть, в чем на улицу выходить есть. Что-то второе купим здесь. И мне кажется, такое время, когда на мелочи не стоит обращать внимание. Но это правда моя позиция. У меня моя хорошая подруга погибла в Украине, в Киеве, во время обстрела, журналистка российская, да, и я отвечаю на любые вопросы о ваших сложностях, сразу вспоминаю ее и понимаю, что нет у меня вообще никаких сложностей в жизни. The city where my parents are living now, it's one of the safest cities in the country comparing to other cities because it's not getting bombed. But the city I was studying in was bombed for 3 times now, and they still launch these missiles in the western part of country, but we have air defense systems, so it's mostly safe of us from all the bombings. So my mother doesn't have any other kids. She has her mother, she looks after her, and she has a husband. So yeah, I was asking her, maybe you want to leave? And she was like, where would I go? I am at home. I will not go anywhere alone. So all her friends and sisters went already to other countries. And now if she wanted to go, she would just have to go all by herself, which she would not do because she's scared of getting lost somewhere. So I particularly understand her. Luckily, I haven't lost anyone, thank God. But yeah, I had some friends and family who were in Kharkiv, which was getting bombed the first day, but they left immediately when everything started, and now they're in western part of Ukraine. Алло, да, мам, привет. Привет. Че, как у тебя дела? Ну все нормально. Ну понятно. Ты кефир купила? Купила. А то смотри, если что, я тебе могу через самокат заказать. На самом деле еще важно, безусловно, понятно, что я скучаю, там мама, там друзья. Важно, мне кажется, не все русские это еще осознали, что больше нет той России, которая была и которую мы помним. В принципе, уже другая страна, санкции, ограничения, никаких магазинов, никаких сервисов, банки не работают. То, что нам нравилось в удобной Москве, всего этого больше нет. То есть ты можешь скучать по некому прошлому. Я просто думаю, что люди в Москве через некоторое время, как и я, будут скучать по старой Москве. Знаете, я думаю, я через, может быть, год лучше отвечу на этот вопрос. Я уехал не так давно, и пока у меня нет такого классического понимания мигранта, который скучает, не знаю, там, по березкам, да, по черному хлебу, не знаю, там, который, кстати, в Литве намного лучше, чем в России, чтобы понимать, как и гречка. В общем, нет. Я думаю, проблема в том, что все последние годы мы жили в таком напряжении, что ты вспоминаешь прежде всего это напряжение, это ожидание репрессий, арестов и неприятностей, чем что-то хорошее. Довольно непросто говорить о будущем сейчас, потому что мы не понимаем, что будет с миром, а уж что будет с нами и с нашим изданием, непонятно абсолютно. Мы лишились донатов, но мы собираемся продолжить работу, мы не хотим закрываться, мы будем работать дальше, пока у нас хватит
сил и финансов на это. Раз, два, три. А если говорить о личном, ну, мне кажется, у меня прекрасная ситуация, да, я снял квартиру, семья здесь, животные здесь, коты и собаки. Мне кажется, по сравнению с тем, что происходит в Украине, по сравнению с многими нашими коллегами, друзьями, у меня прекрасная ситуация, и не на что жаловаться абсолютно.